Всех приветствую на мелом. И сегодня по названию ролика, вы, думаю, все поняли. Это у меня здесь спиленные сорта, мои личные оригинальные сорта. Это так же, как и, допустим, с кусковым мелом, только спиленным. То есть они собраны не все, для меня они самые оригинальные, отличающиеся по вкусу, как 9D, так и 3D мелки. И что более важное, это то, что все эти мелки более 3 месяцев просушки имеют. То есть идеальная просушка. Лучше, может быть, конечно, есть, но навряд ли. Куда уж больше, чем 3 месяца. Давайте пробовать. Начну вот с этих. В некоторых осталась прям уже крошка. Я ее попробую просто ложечкой, а потом смешаю все это здесь вместе. В конце попробую еще и все отдельно. В общем, поехали. Начинаем вот с этой штучки. И это у нас сорт мела Аленка. Так, ну попробуем. Вкуснятина. Это жирный сорт. Один из самых таких лучших представителей жирных сортов. Не просто так он у меня здесь добавлен. Вкус. Вкус очень отчетливо передающийся именно из звездки, но не чересчур в меру. Это в основном именно, как сказать, классический вкус мела и звездки. Вот это вот мне больше всего нравятся подобные сорта. Жирный прям по максимуму, если мы выбираем просто из кускового мела. И хорошее такое, не то чтобы разница, а именно здесь жирный сорт, да, у нас, а тут сухой сорт, это Севрюкова. Или Севрюкова. Блин, опять путаюсь в названиях, давно его не кушал. Давайте, в общем, пробовать. Это сухой сорт. Как они отличаются, это просто нечто. Но, так как это оба сорта пиленые идут, соответственно, что происходит? У нас чувствуется схожесть, хотя Севрюкова это сухой сорт. Он, кстати, такой с крупиночкой в конце небольшой. Но схожесть в чем? Даже не во вкусе, в плане описания, да, а во вкусе в плане распила, потому что мел сильно же накаляется, когда его именно распиливают. И вот этот вот характерный вкус всем пиленым, он здесь присутствует. Какой он вкусный, просто 3-месячная просушка. Я их когда еще достал дня 3 назад, я их начал есть понемногу, они правда очень вкусные. Если вы ни разу не пробовали пиленые мелки, я вам советую попробовать 100%, потому что это колоссальная разница. Сам по себе этот сорт идет белоснежный, легко откусывается, не совсем долго держится, то есть довольно быстро уходит в кашицу. Но если мы берем из сухих сортов, вам, допустим, сухие нравятся, но самые твердые вам нужны, да, из сухих, то из сухих он один из самых твердых. Итак, теперь это все дело я пересыпаю, как и говорил, в одну каемочку, да, а потом буду пробовать все вместе, такое ассорти. Почему я выбрал именно подобные сорта для оригинальных? Потому что как вот эти вот два сорта, так и все остальные, они действительно очень схожи по вкусу со всеми остальными сортами, со своими, скажем, сородичами, да, поэтому это самое оригинальное. Лично мое мнение такое. Убираем сорт Аленка Севрюкова. Так, и переходим к следующим сортам. Опа. Что у нас здесь? А здесь у нас вообще очень мало. Прям по максимуму мало. Это первый сорт Эллен. Эллен идет, наверное, такой ближе к глиномелу что-то, но его здесь прям совсем чуть-чуть. Давайте попробую описать. Какой он жирненький. Вот серьезно, пиленые сорта это прям нечто, если сравнивать с кусковым. Особенно идеальная просушка. Да даже у кускового мела идеальная просушка, она очень вкусная. Ну, этот сорт идет жирнее, чем Аленка, допустим. Но по вкусу я какие-то даже орешки чувствую. Но сама вот эта жирность
Здесь немножко совсем побелки. В основном это классический меловой вкус чувствуется. И давайте следующий сорт. Это Услада. Услада еще у меня здесь лежал новичок. Для меня они очень были похожи. Я так и не выбрал, какой мне из этих двух по оригинальности добавить. Услада или все-таки новичок. В общем, пишите в комментариях, а мы пробуем. Это также жирный сорт. По вкусу он схож с Эллином, но Эллин более твердый и более жирный. То есть мое описание, мой вердикт такой. Но не менее вкусный. Наконец-то закончился, Туркестан. Я могу с кайфом прям наслаждаться мелками. Особенно, как я сказал, пилеными. Для меня это прям что-то нечто. Переходим дальше. Там у нас уже идут куски. Здесь вот вы тоже можете наблюдать их. Так, это мы убираем. Больше нам это не понадобится. Переходим к следующему сорту. Как думаете, что здесь будет? Ага. Сорт у нас крупинка следующий. А потом белая гора. Начинаем с крупинки. И, ребят, не путайте, пожалуйста. Вы когда заказ делаете, я вам пишу, что сорт крупинка есть сухой, песочный, жирный, глиномел. Все такие, ага, он песочный, но не все, многие пишут. Когда мне его не надо, я говорю, нет, вы меня, видимо, не поняли. Я же пишу как есть. Крупинка есть жирный сорт, точнее, сорт крупинка есть вида, 4 видов. Это жирный, сухой, песочный и глиномел. Самый твердый это, конечно же, глиномел. Песочный более такой разваливающийся. Это конкретно сорт идет сухой. Но крупинка тоже до конца. Главной особенностью всех сортов крупинка является его вкус и особенность строения. Вкус у него идет именно такой печной, запах кирпичей, вкус, вот что-то такое, да, как и глины раскаленной, к примеру. Если мы говорим о строении, то это тот же кирпич, допустим, да, вот я вот в детстве кирпичи ел. Кто ел, тот поймет, кто не ел, то есть до самого конца идет эта крупинка, которая не исчезает совершенно. Хотя побелка прям мельком чувствуется, вот еле-еле. Ну и важный сорт белая гора. Вы не обращайте внимания, допустим, на то, что вот где-то я здесь кушаю, да, там прям крошка. Крошка раскрывает вкус мела или же глины, неважно, да, что это будет максимально. Потому что при раскусывании идет большой аспект на то, что вот эта вот меловая пыль, она резко раскрывается, а в большом куске вы все-таки ее так не почувствуете, как именно в маленьких кусочках. Ну, белая гора в пиленном виде, она немножко сластит. Вкус немножко заглушенный, чем у предыдущего сухого сорта, да. Он такой, меньше ты чувствуешь здесь и звездки, хотя белая гора это один из основных видов сухих, да. По вкусу. Точнее, даже не по вкусу, а по строению. Он идет средней твердости для сухих сортов. То есть важно понимать, с чем мы сравниваем. Понятно, если мы будем сравнивать с глиномелами, то это мягчайший просто мел. И более мягкий, это там уже какие-нибудь каолин идет, прессованный мел, да. Но
Кайфую после глины. Смело. Но именно из сухих сортов, это опять же один из самых твердых сортов. Убираем все в общую копилочку, так назовем. Каждая крошка тут на вес золота. И вот такую вот пыль, крошку, да. Если вы любите подобное кушать, я вам советую кушать не размачивая, не делать вот такие вот печнюшки всякие и так далее, потому что немножко, а иногда и очень сильно убивается оригинальный вкус, потому что изначально вот эта крошка, она сейчас наивкуснейшая просто. Тем более трехмесячной просушки, это просто вау. Но если вы зальете это там водой, что-то подобное сделаете, действие, вкус убьете. Поэтому лучше так не делать. Если вы уже наелись такого и хотите что-нибудь новенького, то да, можно попробовать. Переходим, вот тоже мой один из любимых, это сорт Красавчик. Это идет один из легких таких глиномелов, но мне он очень нравится. Причем как в пиленном, так, конечно же, и в сухом виде. Ну, тут огромная схожесть с сортом Эллен. Тоже очень такой достаточно твердый идет. Хорошо держит свою крупинку. Если мы говорим про глиномел. А по вкусу очень похоже с Элленом. Да, вот это что, как говорится, лоханулся. У меня, память закончилась, корзину почистил, теперь дальше снимаем. В общем, не помню, что конкретно договорил про Эллен. Ой, про Красавчик. Но довольно большая схожесть с Элленом, но вкус божественный. Напишите, кстати, из пиленных вам какие больше всего сорта нравятся. Допустим, для меня это вот именно то, что я вам сейчас показываю. Это самые оригинальные, по моему мнению, сорта, так как я уже занимаюсь довольно прилично этим всем, да? Как продажей, так и дегустированием вкусов. Поэтому Красавчик я вам рекомендую 100%. От него вы кайфанете. О, отлично. Петропавловка. Хорошее такое различие будет. Давайте пробовать. Опять же, микросхожесть с Красавчиком из-за распила. Мне все не везло с кусковой Петропавловкой. Она приходила постоянно средней жирности, сильной жирности. Хотя сорт сам по себе сухой. Так вот, в виденном виде он приходит именно сухой, оригинальный такой. Здесь один в один практически Белая гора. Также не совсем долго держится крупинка. Вкусная кашица, очень вкусная. Он идет с такими микровкраплениями. Вкус прям очень меловой. Но, так же, как я сказал, так как схожесть с Белой горой есть небольшой привкус звездки. Убираем кусочек вот сюда.
Вкуснятина, да и только. Лишь бы хватило. А вот на пол, конечно, это плохо, когда падает. Так, еще один сорт мы попробовали, точнее 2. Поехали дальше. Тут что-то интересное. Тут крошка. Вам, может быть, не сильно нравится, когда снимать с крошкой и с мелкими прям кусочками. Но в них, как я сказал, лучше всего раскрывается вкус. Сорт Волоконовка. Сейчас здесь уберем. Красавчики Петропавловку. Ну, поехали. Начнем с нее. Потом будет валунчик. Какая тут хорошая там крошка. Этот сорт по твердости, как красавчик или Эллин, если даже не твердее. Крупинка держится очень хорошо, уверенно и долго. А вкус, блин, до этого неверно говорил, по белке, вот, не звездки, а по белке. Он настолько ярко выраженный здесь. Один из самых все-таки ярких представителей по белке, я бы так, наверное, сказал. Ну, тут у меня пластинка. Так, с Волоконовкой разобрались. Этот также сорт я очень сильно вам советую. И сорт Валучик. Хотя еще чуть-чуть, пожалуйста, Волоконовки. Многие спрашивают, почему так много пью воды. Ну, во-первых, основной хруст, когда я уже заснял, и вам не сильно интересно смотреть это вот разжевывание, да, хотя многим интересно, ну, точнее, некоторым, может быть, 30% аудитории, то я просто запиваю водой, потому что мело он сильно сушит. Это первый момент, а второй момент, я очень много ем мела, поэтому, чтобы никаких проблем потом с желудком не было, нужно пить очень много воды, прям как в процессе, допустим, вы вот переживали уже, хотя в основном, когда я сам кушаю, я стараюсь просто с помощью слюны, да, вот это вот все дело, чтобы в кашицу ушло, так вкуснее. Но после этого я все равно пью очень много воды. Таким способом желудку будет проще. И еще один момент, чтобы, опять же, с ним ничего плохого не произошло, нужно очень часто ходить в туалет. Тогда вам будет попроще переносить, если вы едите действительно много мела. Поехали, валутчик. Ну, сорт жирный. Вкус заглушенный относительно остальных жирных сортов. Как и твердость. Он тоже слабенький такой по твердости. То есть все предыдущие сорта жирные были поинтереснее. Убираем предоставленное место. И вот это не забываем. Я, кстати, уже буквально вот-вот и должны прийти в ассортимент как много пиленных сортов, которые уже есть, конечно, в ассортименте, но они закончились, да, так и прессованные сливки, прессованный морской мел, то есть соленый так называемый. Пишите, кстати, кто пробовал. Интересно узнать ваше мнение по поводу сливок. Мне кажется, с тунгуштаразом они очень сильно похожи. Поэтому как-то так. Движемся дальше. Опа. У нас тут опять противостояние.
Первый сорт классик, второй сорт снежок. Сухой и жирный. Начнем с классик. Вот опять же из-за хорошей такой схожести с остальными сухими сортами сложно какую-то изюминку в нем найти, потому что, сравнивая с Белой горой, с Петропавловкой, эти сорта очень схожи. Да и в принципе, вот это вот, допустим, Белая гора, да, я ее пример привожу, потому что один из самых ярко выраженных сортов сухих. Сорт классик сам по себе подразумевает то, что это прям классический сухой мел, да. Наверное, поэтому у них и имеется эта вся схожесть. Перейдем к сорту снежок. Снежок не будет похож на остальные жирные сорта, так как этот сорт это такая некая золотая середина между сухим и жирным мелом. Поэтому он чуть мягче всех жирных, но он чуть твердее всех сухих. И вот подобные сорта, они интересные. Ты чувствуешь вот эту побелку, классический привкус меловой. Хорошо держится крупинка, и он жирненький. Не знаю, жирненькие сорта это прям теперь мои любимчики. Их я ем больше всего. По крайней мере, в последнее время. Делаю следующим образом. Оставлю вот эту вот формочку. Теперь туда буду пересыпать. В той уже места не осталось. Вот сюда могу ее поставить. Новый оскол. Вот это прям хороший жирный пиленый сорт особенно. И сразу он дал привкус чего-то нового относительно остальных жирных сортов. Сейчас пойму, что именно он мне дал. Очень жирный, твердый. По твердости такой же, как и предыдущий, но вкус такой пряный какой-то у него. Не пряный, а будто с выпечкой что-то связано. Вот шутки шутками, а действительно вот чувствую именно вот что-то такое. Хотя можно сказать, ну они же у тебя там на кухне находятся, могут запах впитывать. Ну да, но остальные же не впитали, а этот как-то оригинальностью отличился, ведь лежат в одном месте, и тем более рядом сорт Ватутин, который я сейчас попробую. Но этот сорт по вкусу, его прям охота больше, 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 больше кушать. Ладно, давайте Ватутину уступим место. Ну, Ватутин сразу дает тоже именно классику меловую,
твердый очень, такой же, как и новый Skol, даже потверже некоторых, я думаю, будет. Вкус ему придает именно жирность, он очень жирный, этот сорт. Что особенно важно, сложно передать вот этот вот вкус распила, но он очень выраженный вкус распила в Новом Осколе и в Ватутине. Схожесть, потому что присутствует именно вкуса распила. Но эти сорта мне нравятся побольше даже предыдущих. Но там сорт Красавчик тоже для меня имеет вес, так скажем, да, имеет место быть, потому что это прям вау. Эллин, я бы сказал, не настолько интересный, как Красавчик, потому что они очень схожи. Опс, здесь вообще две. Один сорт не подписан, второй сорт Крупинка. И здесь уже размеры это 9D бруски, или название уже от этих брусков, потому что, ну, просто, раз они такие кусочки разломлены у меня все, непонятненько, да? Ну, вот видно, как бы, довольно большой брусок. И по вкусу, хотя даже бумажечки здесь нету, она потерялась где-то у меня, могу с уверенностью сказать, это сорт Стреймат. Вот его не отличишь. Были тут поставки, когда он приходил чем-то схожий с остальными, да, почему-то не знаю, как это работает. Может, порода, так что, может, еще что-то. Но вот у меня здесь, он, как я сказал, это самая первая моей поставки. Около 3 месяцев назад это было. Почему Стреймат ни с чем не перепутаешь? Потому что сам вкус у него действительно чем-то стройку какую-то напоминает, что-то такое. Он оригинальный, и его вкус не портит его, а наоборот, он классный вкус. Я вот к этому только веду. Сорт сам по себе, наверное, сухой идет все-таки. Хотя и некая жирность присутствует. В общем, схожесть с сортом Снежок. В плане структуры, потому что он тоже идет вроде жирный, вроде сухой, что-то среднее. Также и по откусыванию, и потому, насколько быстро уходит в кашицу. Ну, сорт Крупинка, который я вам показывал и пробовал в 3D, в 9D тоже присутствует. Давайте его. Думал, разницы не будет с 3D размером, но в 9D полностью отсутствует вот этот вот меловой именно какой-то вкус побелки. Здесь конкретно раскаленные такие какие-то кирпичи, запах, привкус. Вот что-то такое. В общем, в копилочку. Надо обязательно будет подписать, чтобы потом знать, что место у меня для Строймата здесь имелось. Ну и вот они, размеры 9D. Правда, брусок там где-то вот такой. Ну, это не важно. В общем, поехали. Горный. Я помню его этот сорт. Помню, какой он должен быть. Помню, какой именно этот кусок должен быть. И вкус довольно заглушенный, потому что именно этот брусок участвовал у меня в ролике СМР 9D бруски. И я его замачивал. Из-за этого немножко он вкус свой потерял. Но по вкусу и по строению это все тот же Стреймат, а по вкусу
по вкусу прям что-то очень даже интересное. Мне этот сорт прям понравился. Хоть вкус и заглушенный, но очень хорошо чувствуется и находится здесь какая-то жирность, как и в кусковом горном, но там горный прям глиномел такой, а здесь он прям заглушенный. Возможно, чисто из-за того, что замочен был. Также чуть твердее сухих и чуть мягче самых таких твердых ходовых. Идем дальше. Та же история, это сорт майский. Он тоже был замочен в ролике 9D SMR. Посмотрим, насколько у него что-то, как сказать-то, изменилось. Имеется схожесть с горным, но этот более выраженный. Схож, знаете, с каким? Какой же там был-то? А, вот с Новым Осколом и Новый Оскол и Ватутин. Вкус немножко схож. Но так как поставщики разные у меня, 3D брусков и 9D брусков, вкус распила из-за этого разный. Вот это вот интересно. Здесь он такой интересненький. Но сорт майский намного, мне кажется, легче горного. Но само собой, это ведь не глиномел. Ближе что-то к Петропавловке. У нее своя оригинальность этого вкуса. Я не могу его сейчас описать, не помню, какое у него было описание. Но нету привкуса побелки, звездки. Чисто что-то меловое. И то даже меловой вкус немного приглушен, а какой-то свой вкус, именно вкус распила. Именно за это и ценятся вот эти вот пиленые бруски, потому что они по вкусу довольно-таки отличаются от кускового. Вот тут копилочку. Пыли там почти не было. И идем дальше, осталось совсем чуть-чуть. Тут тоже размер 9D, Петропавловка и сухарик. Начнем с Петропавловки. Да, первым, что чувствуется при употреблении именно 9D брусков, это вкус распила, он прям сразу различается со вкусом меньших размеров. Немножко сластит. И полностью разные с 3D. Чувствую что-то сладкое, чувствую небольшую какую-то побелку. И вот такой вкус. И самое важное, это распил. Но я вам советую сравнить все-таки маленькую Петропавловку, 9D Петропавловка. Очень разные. Как, кстати, у вас погода на улице? У нас в Тюмени сейчас идет дождь. Но по среднему так тепло. Ветер, правда, сильный. Давайте сухарик. По твердости та же Петропавловка. Сорт сухой, но при этом
не жирность, а вот вкус именно Вардутина и Услады, или Волоконовка там была, он проскальзывает. То есть жирности нету, а вкус, который там из-за жирности, есть. Побелка немножко вот чуть-чуть, но чувствуется. Осталось последние два сорта. И это у нас сорта Васильполе и Настена. Ну, поехали. Это оба сорта жирные. Что-то сейчас будет интересненькое. Начнем с Настены. Она тут крошкой. Есть схожесть некая, но маленькая, с Аленкой. Крупинка держится тут, ну, средний, наверное, я бы сказал. Сорт сам по себе твердый, жирный. И опять же, возьмите стандартную Настену и этот. Различия будут только во вкусе распила. Потому что распис распил, точнее, вкус немножко меняет. Ну, представляете, там, когда все это дело распиливается, мел ведь нагревается, и вот вкус из-за этого становится, он то ли из-за того, что горит, или как правильно сказать, да, он такой насыщенный какой-то становится, интересный. И Васильполе. Резкий вкус побелки. Шипит прям хорошо. Крупинка шикарно держится. Жирный, такой темноватый, если, допустим, сравниваем с тем же не строймат, а майский вроде бы. То есть, ну, видно сразу по нему, что он жирный. Наверное, вот эту вот выпечку напоминает именно распил. Вот это вкус распила. До конца даем. Хороший, твердый, жирный сорт. Хорошо выраженный вкус в нем. Ну, как по мне, в нем все, что надо. Из такого вот огромного количества получилось у меня вот столько вот крошки, ну и бруски здесь еще имеются. Досыплю, что здесь не хватает. Желательно не сыпать. Все влезло. Это прям кайф. Хруста, конечно, нет, так как здесь сверху особенно в основном крошка.
Ну, настолько разный вкус, настолько хорошо из-за того, что это практически здесь пыль, да, раскрывается. Что я чувствую, попробовав здесь сверху. Резко что-то сладкое, что-то схожее с выпечкой. Вкус распила очень-очень-очень-очень-очень чувствуется. Ну, вкуснятина. Словами не передать какая. Я тут забыл кое-что сделать. Я вам советую никуда не девать, не выкидывать именно крошку, потому что в нем вкус чувствуется лучше всего. Поэтому говорите, как вам вообще ролик. Съел я довольно много. Всем спасибо за просмотр. Жду всех в комментариях, что вы еще хотите. У меня еще есть оригинальные сорта, точно так же несколько месяцев просушки. Они стоят у меня вот в таких вот баночках, потому что их немного. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро будет еще много всего интересного.